Короткая динамическая медитация сделана на основе динамической медитации Оша, только мы убрали из нее чрезмерные нагрузки, оставив основную часть выражения, подготовку к ней, выход из нее и замирание стоп в конце. Смысл в практике максимально позволить выразиться всему, что накопилось в теле невыраженного, тем эмоциям, которые поднимутся, и вообще всему, что захочет выразиться в этот момент. Вход в практику через дыхание. Активное, хаотическое дыхание. Смысл его в том, что нужно делать акцент на выдохе и выдыхать как можно чаще. Можно помогать себе руками, можно не помогать. По классике выдохи делаются, вдох делается через нос, выдох через рот. Но с нашей точки зрения это не имеет прям такого уж большого значения. Тем более, что многим очень интенсивно раздышаться через нос не получается в силу того, что там бывают трудности в этом самом вдохе. Интенсивное дыхание, хаотическое, которое должно поднять энергию. Вы накачиваетесь энергией, вы пробиваете заслоны внутренние блоки для того, чтобы могло подняться то, что подавлено. В этом смысл этого дыхания. Поначалу может начинать плыть голова, но за 3 минуты, те, что у нас в нашей версии этой практики, 3 минуты мы дышим, в принципе ничего прям сильно страшного не происходит. Ну и так далее. 3 минуты вы отдышали. Затем вы входите в практику выражения. Здесь нужно преодолеть барьер ума, который держит образ себя, привычка контролировать свой облик, свое поведение, свое выражение, чувств, эмоций, слов и так далее, оно будет мешать. Преодолеть барьер, в принципе, надо один раз. И нужно понимать, что вы, позволяя происходить всему, что происходит, позволяя выражать, вы остаетесь свидетелем. Поскольку вы сами позволяете этому проявиться, то, соответственно, вы остаетесь хозяином положения. Это не та ситуация, когда гнев захватил вас против вашей воли. Вы теряете, вам сносит голову. Это не так. Здесь вы можете тотально входить в тот же гнев, выражая его через крик, через движение, через гримасы, по-разному, как он пойдет. При этом вы остаетесь свидетелем, вы присутствуете в том, что происходит, вы в принципе в любой момент можете это остановить. Начинать проще всего с тела. Дайте телу двигаться так, как оно хочет. Позвольте ему раскрыться. Есть масса вещей, подавленных с детства, для тех вещей, тех моментов, которые требуют напряженных зон, которые хотят высвободиться. И через тело вы подойдете к тому, что поднимете эмоции. Если вы можете сразу поднять эмоции, это еще проще. Поднимайте, но не пытайтесь, не делайте выражения прямо вот однонаправленно. Нужно обязательно научиться входить так выражать, чтобы выражалось то, что есть, то, что пойдет, то есть чтобы оно было спонтанным. Да, выражать целенаправленный гнев можно. Это тоже будет сбрасывание. Но если вы научитесь входить в то, что есть, в то, что хочет выражаться само, то, что требует, льется естественным образом, то это будет процесс более глубокий. Вы можете дойти до слоев, о которых вы не знаете вообще. Если огней слоев, например, знаете, вы его можете сбрасывать, то все равно надо приходить к тому, чтобы в выражении шло, как идет. То, что пошло, то и пошло. И тогда вы дойдете до того, что пойдут и слезы, и пойдут разные слои подавленных энергий. Ум включится, какие-то вещи из ума начнут выходить, там вы, может быть, что-то будете проговаривать в этом выражении. Как пойдет, так пойдет. Будете вы прыгать, прыгайте. Будете вы лежать на полу, сжавшись в комок, лежите. Позвольте происходить всему, что будет происходить. Позволение здесь позволить себе, отпустить себя. Но именно
Отпустить же нужно себя так, что вы будете просто стоять. Это значит, что ваша энергия не двигается, значит, вы плохо продышались, значит, у вас нет, значит, вы не позволили себе снять контроль. Значит, контроль существует, вы зажаты, вы не знаете, зачем это делать. Выработайте намерение выразить, и выражение пойдет. Для того, чтобы лучше войти в выражение, вы можете задать себе установку. Я разрешаю себе выразить эмоции. Я позволяю себе выразить все, что придет. Такая установка в сознательном уме помогает бессознательному уму раскрыться и начать отпустить контроль. Этот момент важен. Стадия выражения занимает 10-15 минут. Если прям выражается хорошо, можете 20 минут выражать. Будет только лучше. Если идет плохо, 10 минут. Если идет нормально, 15. Следующая стадия, третья, стадия центрирования, собирания энергии. По классике она делается с поднятыми руками. Не обязательно сомкнутыми, их можно просто держать поднятыми и с прыжками. Внимание направляется во второй центр. Мантра ху суфийская. Приземляем на пятки по классике. Вы как опускаетесь жестко на пятки, внимание во второй центр, и ваши энергии собираются. Смысл этой стадии в том, чтобы все, что вот вы разбрасывали, все каналы, которые вы открыли, немножко подсобрать. Ну и заодно дополнительно активировать второй центр. И вы так собираетесь. Вы собираете себя. Кто не может прыгать, но в силу там обстоятельств внешних, кому не позволяет ситуация, вы можете немножко приподниматься на носках, опускаясь на пятки. Это версия, так сказать, для тех, кому нельзя шуметь. Тоже 3 минуты, и потом вы замираете, останавливаетесь и просто смотрите на ощущения в теле. На эмоциональные, если они есть, на физические, на то, как вы ощущаете энергию вообще внутри себя. И стоите так 3-4 минуты. Иногда кому-то делается плохо, от этого можно лечь, если уж совсем так все нехорошо. Но, как правило, стоять вполне можно, и надо замереть. В этот момент вы должны замереть, не шевелясь, чтобы ваша энергия поднятая, она пробивала те самые энергетические блоки, которые есть внутри вашего эфирного, физического и тело ума еще. На этом все.